This presentation will focus on internal quality assurance on the level of study programs. И эта же презентация будет фокусироваться на внутренней системе обеспечения качества на уровне образовательных программ. And as far as the European standards and guidelines are concerned, I will deal with learning outcomes. И если говорить о европейских ECG, о стандартных руководствах, я буду learning outcomes. Я буду говорить о результатах обучения в этом контексте. And student-centered learning. И Student-centered learning. и студент-ориентированное обучение. So that is the overview I already told you in my introduction. Это обзор, но я уже в вводной части об этом говорил. Learning outcomes. Результаты обучения. That's a picture you have already seen. Now look at Это изображение вы уже видели. what is moving, Посмотрите на вот движущиеся части. and then we have the learning gain again. И здесь у нас есть вот это приобретение от обучения. In a lot of external quality assurance systems, what is measured is this, the difference between intended learning outcome and achieved learning outcome. В большинстве систем, внешних систем обеспечения качества, на самом деле измеряется вот именно вот это. То есть планируемые результаты обучения и ожидаемые результаты обучения и достигнутые результаты обучения. Now that's good to do. Это хорошо, это надо измерять. But the real quality, again, the learning gain of the student is the difference between incoming learning outcome and outgoing. Но это все очень хорошо, но тем не менее реальное качество или вот это вот образовательное приобретение, вот то, что дополнительно получает студент, находится между вкладом, то есть в самом начале обучения и конце обучения. The learning outcomes in the new European standards and guidelines have been upgraded. Результаты обучения в новых европейских стандартах и руководствах были слегка повышены по уровню. First of all, there is a standard 2.1 which talks about intended learning outcomes. Первый это стандарт 1.2, который говорит об ожидаемых результатах обучения. And connects them with national and European qualification frameworks. И связывает эти ожидаемые результаты обучения с национальными и европейскими квалификационными рамками. And in the guideline, there is also talking about the learning outcomes being achieved. So achieved learning outcomes. И они также говорят об достигнутых или достижении результатов обучения. Они говорят об этом тоже в руководстве. That means that you can get very, very complicated schemes, starting from the competences or learning outcomes that are asked for globally. И это значит, что мы в итоге приходим к очень таким сложным, как-то многослойным схемам, что у нас есть, например, квалификационные рамки, национальные там, или глобальные, какие-то компетенции, которые требуются от выпускников. And that are very generic. Есть какие-то общие. Then to the national the European and the national qualification framework. Затем есть европейские квалификационные рамки, национальные квалификационные рамки слоями идут. The institutional learning outcomes are quite important because it's there that again the mission and the strategy of the institution becomes clear. Институциональные результаты обучения, они очень важны, потому что это те результаты, которые отражаются в стратегиях, и в миссиях и так далее. То есть они должны быть четкие и понятные. For example, it can, in the mission and the strategy of a university, the university can choose, for when it is a medical university, for example, to look at the patient not only purely medically, but holistically, as a human being, each thing connected. То есть, например, если мы говорим о миссии, о стратегии университета, и возьмем для примера там, медицинский университет, тогда они могут такую миссию себе принять, что рассматривать пациента не только с медицинской точки зрения, но с такой холистической, целостной точки зрения. Or another example, the University of Engineering. The University of Engineering can choose in its strategy and its mission not only for technological skills and knowledge, but also for the broad transferable. Ну или как вот пример с этим технологическим университетом, они могут выбрать быть не только технологическим университетом, давать компетенции в области там,
инженерного дела, но и вот эти переходные навыки тоже давать дополнительно к своей основной задаче. So the institutional level becomes more and more important as we see. То есть мы видим, что сейчас результаты образования на институциональном уровне становятся все более и более важными. And then we come to the study programs and the courses themselves. И здесь у нас уже начинаются сами образовательные программы и курсы. Now, learning outcomes seem to be that important that I call them the meeting points, the heart of the matter as far as learning is concerned, but also as far as quality assurance is concerned in study program. Результаты обучения настолько важны, что я даже называю их точка встречи, или я называю это как бы ядро самой проблемы, ядро самого вопроса, потому что это вот там, где начинается само вопрос обеспечения качества. Unfortunately, there is a lot of misunderstanding again. К сожалению, вот здесь встречается очень много недопонимания. Almost everybody agrees on the definition of a learning outcome. It's there. Да, почти все согласны вот с этим определением, с этой дефиницией результатов обучения. Она на экране. And although there are sometimes different definitions, but we understand each other. Ну, бывают, конечно, немножко такие разнящиеся определения, но тем не менее мы как-то друг друга можем понимать, когда мы говорим о результатах обучения. So a learning outcome has to do with knowledge, with insight, and with skills. Результаты обучения связаны с знанием, внутренним пониманием и навыками. Next to that, we have a definition of competence. Следующее идет у нас определение компетенций. A competence is a certain kind of learning outcome. Компетенция – это вот только один из типов результатов обучения. And on the definition of competence, there is a lot of debate. И если говорить о вот определении компетенции, то тут ведутся очень жаркие споры. But I don't want to make a semantic discussion on it. Ну, я не хотела бы тоже в такие дискуссии вдаваться семантические. There are three important things in a competence. Но в компетенции входят три важные вещи. One, Первое. knowledge, skills, and attitudes. Attitudes is the new dimension. Знания, навыки и вот поведение здесь написано, но вот этот attitude, английское слово, типа скорее как отношение, ну такое, по отношению к чему-то, отношение к предмету или к вопросу. Secondly, it is about not separately knowledge, skills, and attitude, but integration. И второе, это не просто отдельно знания, навыки и поведение, а это интегрирование всех этих аспектов вместе. And thirdly, a competence always refers to a context. И в-третьих, компетенция всегда должна восприниматься в контексте. For example, when you talk about employability, Когда вы говорили о трудоустраиваемости, например, выпускников, it's easier to formulate competences for specific professions легче сформулировать компетенции для каких-то конкретных профессий, than for academic degrees such as philosophy, for example. чем для таких научных степеней, как, например, там, доктор философии. The choice between knowledge, skills, and insight and competence is a strategic choice on the level of the university. И вот этот выбор между знаниями, внутренним пониманием, навыками и компетенциями, а поведение и компетенции, это как раз таки выбор такой стратегический для университета. And then last but not least, whether you use learning outcomes in the simple definition or competences, it is crucial not to use them as a kind of checklist. И самое последнее здесь в списке, но не последнее по значимости, используете ли вы какое-то простое определение результатов обучения, или вы используете то, которое подвязано к компетенциям, неважно, важно, чтобы они не использовались так вот жестко, как вот в проверочном списке отметили, есть и дальше. Не так должен быть подход к ним. That means that they must be living things, agreed with all stakeholders, also with the students, also with external stakeholders, and also leaving in your program some room for experimentation. Результаты обучения должны быть такими живыми, они должны как-то вот жить, существовать вот в этой экосистеме, где есть студенты, преподаватели, внешние игроки, и плюс должно оставаться какое-то место для эксперимента.
just as with the formulation of mission and strategy in my first speech, formulating learning outcomes again is not easy. Ну, как вот я приводил пример о формулировании миссии и стратегии университета, что это не очень легкая задача, нелегкая задача, скажем прямо, то формулирование также результатов обучения тоже это сложно. That is still the best guide of a friend of mine, Professor Declan Kennedy of Cork University in Ireland. It's very useful. It gives all on your right side in the column. It gives all kind of practical tips. Ну, пока я считаю, что лучшая подсказка для описания результатов обучения это работа моего друга, доктора профессора Кеннеди из Коркского университета Ирландии. Справа вы видите то, как он советует разрабатывать и писать результаты обучения. As starting with active verbs and not using ambiguous verbs. Что надо начать с какого-то активного глагола и избегать двусмысленных, непонятных глаголов. As the fact that learning outcomes should be observable and measurable. Again, we have the principles of SMART. Otherwise, it's very hard to assess them. Результаты обучения, он пишет, что должны быть заметными и измеримыми. И здесь мы должны применять принципы SMART, потому что иначе, если мы не можем их замерить, то тогда непонятно, что мы можем оценить. Again, the link with the qualification frameworks. Здесь также дается ссылка и связь с национальными квалификационными рамками, международными рамками. And last but not least, the use of, well, he does, Bloom's taxonomy. И здесь он также дает ссылку о необходимости использовать таксономию Блума. That's it. It starts from the easiest level, remembering, learning by heart almost, and it goes to the upper inside, namely, be able to create. То есть, видите, все начинается с такого самого простого уровня, там, запоминать или заучивать, и доходит до самого верхнего, где все, что было заучено, выучено, можно теперь использовать для того, чтобы что-то создавать. And next to each level, you have some examples of good active verbs. И как раз к каждому уровню здесь дается такой набор активных глаголов, хороших активных глаголов, которые можно использовать в описании результатов обучения. Then later on, Bloom extended his taxonomy with the affective domain and with the psychomotor domain. Ну и после этого Блум немножко изменил свою таксономию, добавил там аффективную область, психомоторную область, это тоже встречается. Also the CTS guide, the new one, gives practical tips how to formulate learning outcomes. Ну, плюс новое руководство пользователя по европейской системе зачета передачи кредитов, оно тоже очень хорошо дает описание того, как должны разрабатываться результаты обучения. Okay, so they are the kind of bricks, the building stones of the programs. How are we going to design a program now? Because that is also a standard. Это были такие кирпичики для построения наших программ, потому что как мы будем с вами разрабатывать программу, это тоже все имеет какой-то свой стандарт. Из чего мы это будем разрабатывать, об этом я только что рассказал. As you can see, the standard and the guideline not only talk about knowledge and skills, but also the transferable competences are already there. Но как вы видите здесь, что и стандарты, и руководство уже говорят не только о знаниях и компетенциях, но и о вот этих переходных навыках. Они уже здесь включены в новую версию. As are the institutional strategies and the stakeholders. Это как вот для цели стратегии самих университетов и для других стейкхолдеров. That is one of the most important slides I have for a study program. Я думаю, это самый главный, самый важный слайд, наверное, который у меня есть по обучающей программе. If the method of assessment the students, whether they have achieved the learning outcomes or not, is not congruent with your method of teaching and learning, it's not going to be success. Если метод оценки достижения студентами результатов обучения не конгруентен, то есть он не связан, не сопоставим с вашими методами обучения и преподавания, то это не очень хорошо. So, they should use the same kind of methods. That means that, for example, if you choose for competences, in a context, integration of knowledge, skills and attitudes, then
it's really a challenge to assess it. Например, если вы выбираете для себя компетенцию как результат обучения, а компетенцию мы должны видеть в контексте, и это должна быть интеграция навыков, отношения и знания, тогда это очень сложно оценить. That was a conference only focusing on assessing learning outcomes. You can download it easily. It's there. Это результаты конференции, которая посвящена была сугубо оценке достижений результатов обучения. Ну, если хотите, можете по ссылке пройти и скачать. So, how can we design our programs? There are the steps. Как мы можем разработать наши программы? Это шаги у нас здесь предлагаются. You start with the objectives or the learning outcomes on a program level. Мы начинаем там с целей и результатов обучения на уровне программы. Once they are defined, you look for teaching methods that are facilitating to achieve the learning outcomes. Когда они уже были разработаны, можно уже начать рассматривать какие-то методы обучения и преподавания, которые поддерживают достижение результатов обучения. Then the appropriate assessment methods. А затем соответствующие подходящие методы оценки достижения результатов обучения. Yeah, the modern way is to turn them around. That when you have intended learning outcomes, you first do the assessment methods and then only the teaching methods. Обычно модель, где немножко по-другому работает. Сначала результаты обучения, потом оценка, а потом только обучение. А мы предлагаем, что должно быть сначала результаты обучения, методы обучения, только потом оценка. But then you check whether your students really achieved it and whether your intended learning outcomes are the correct ones. А потом надо же проверить по результатам вообще самого обучения, обучающей программы, насколько студентам удалось достигнуть результатов обучения, и насколько они правильным, верным результатом пришли в итоге обучения. So in fact what you do on the level of a study program is quality assurance. То есть, по сути, что мы делаем на уровне учебной программы, мы обеспечиваем качество, гарантируем, контролируем качество. You plan that they are the intended learning outcomes. Мы планируем ожидаемые результаты обучения. You roll out and design the study program. То есть мы делаем, разрабатываем саму обучающую программу. You check whether with that program and with those assessment methods the students achieve the intended Мы learning outcomes. проверяем, насколько в рамках вот того, что мы разработали учебную программу, насколько в рамках методов оценки достижения обучения все достигается. And you improve when they do not. И улучшаем что-то, если что-то не работает, если что-то недостаточно эффективно. That's the heart of the matter. Это вот суть метода. The same, I don't know whether you know the tuning project. Вы все, наверное, знаете, да, про проект тюнинг? The tuning project wrote out intended learning outcomes on program level for all kinds of disciplines. В результате этого проекта были разработаны результаты обучения по различного вида там, дисциплинам. Well, you can see that they also used a kind of planning, doing, and checking, and then improving. Но у них тоже этот был цикл, видите, планирование, выполнение, проверка, улучшение. With the learning outcomes. Ну, когда дело касалось разработки результатов обучения. But what they are doing now is very interesting. That is the website. It's a new European project. It's called Kalohi. И что интересно, сейчас у них есть новый проект, такой целый европейский веб-сайт, называется Kalohi, в рамках новых проектов. And so the tuning units not prescribe but develop now the best methods to assess the learning outcomes. И сейчас они используют, разрабатывают или советуют, в общем-то, методы для оценки достижения результатов обучения. Right. Okay. So we have already been on strategic institutional level with key performance indicators in the first speech. Ну, до этого я говорил уже о таких стратегических задачах или там стратегических коэффициентах производительности деятельности КПД. The same we have now on the level of study program with the learning outcomes. И такое же у нас есть, такие же коэффициенты существуют на уровне учебных программ, результатов обучения. Okay. And that triangle you already know. Треугольник я уже вам показывал, вам знакомый. Certainly the heart of the matter on study program
И, конечно, ударение явно в центре находится обучающая программа. Now what you see here around are not only the principal actors, but also the persons that facilitate and the stakeholders around the study program. А вот то, что вот эти пунктирными линиями вокруг, это не просто стейкхолдеры, это те люди, которые каким-то образом влияют на обучающую программу. For internal quality assurance and external quality. Которые являются важными как в целях внутренней системы обеспечения качества, так и внешней системы обеспечения качества. Now what we see is that, and I hope, no, it's not working. What we see is that the external stakeholders come more and more inwards. Что мы сейчас наблюдаем, это что такие традиционно внешние игроки, стейкхолдеры, они все ближе и ближе к центру, к середине подбираются. Future employers are asked in order to co-create, to formulate together with the professors the learning outcomes. Сейчас работодатели просят совместно с преподавателями разрабатывать результаты обучения, то есть не только разрабатывать, как бы создавать совместно даже результаты обучения. Future employers are also asked to help to assess not only the final thesis, but also the kind of, if you work with competences, the role plays, for example, in teams of students. Даже будущих работодателей просят иногда не просто оценить там магистерскую работу, дипломную какую-то работу студента, но если мы говорим о компетенциях, оценить даже в рамках ролевой игры, насколько компетентен конкретно этот студент вот в этой специальности. Они сейчас больше в этом участвуют. Okay. Now those are all processes. Those are all with the password procedures. The question is now again, why? И все это процедуры и процессы, а вопрос зачем? So what are the competences that our society, our global society needs nowadays? Какие есть компетенции, которые нужны нам, нашему обществу и глобальному обществу в целом? So there is a lot of debate on that, but everybody agrees. If you look at this slide, ну, все еще, конечно, обсуждается и очень много дискуссий, но все согласны с тем, если посмотреть на этот слайд. By the OECD, the winners here Если посмотреть на вот этот слайд ОСР, что победители или чемпионы здесь are the graduates. So persons coming out of higher education, we need them more and more. Выпускники вузов, то есть люди, получившие высшее образование, они нужны экономикам мира глобально. The losers Проигравшие здесь are not the persons that are trained for a profession in secondary school. это те люди, vocational education training. Vocational education training. А вот проигравшие здесь это люди, которые получили профессиональное техническое образование или которые закончили школу, но уже с какой-то специализацией, с какой-то профессией. Because they are there. Потому что вот это они, вот зеленая линия. We will always need bricklayers, we will always need furniture, we will Всегда нам always нужны need... будут каменщики, там, кто будет мебель делать, плотники и так далее. Да, нужны. The losers are the students that stop after general secondary school. То есть проигравшие в этой ситуации, согласно этому графику, это те студенты, которые перестают учиться после средней школы. Okay, that's another slide that proves that. Это еще один слайд подтверждения тезиса предыдущего. Before Kalohe, we had of the OECD the worldwide HELO project. До коллоквии у нас был такой глобальный, на мировом уровне выполняющийся проект АХИЛО. Now, that was a feasibility study, but what came out is this. Это было такое технико-экономическое обоснование, но в результате были вот таким выводом пришли. So, in economics, in engineering, there was the third one, I forget at the moment, but it came out that those were the top competencies that are needed nowadays. В экономике и в инженерном деле еще какой-то третий специальность, к сожалению, я не могу вспомнить какой. Вот это были 10 компетенций, топ-10 компетенций, которые были нужны всем. Okay. Первое, вы видите, это критическое мышление. Второе, это знание дисциплины. И третье, это умение решать проблемы. Четвертое, командная работа. Пятое, коммуникация. И там дальше будут профессиональные навыки.
So what you see here is in fact a combination of disciplinary knowledge with transferable skills. Что мы здесь видим, это вот такое сочетание знания дисциплины, то есть своей области, и сочетание с этими передаваемыми навыками. Of the 9 competences, 2 are very disciplinary, namely number 2 and professional skills. The other ones are transferable. Из вот этих 9 компетенций, например, только 2 являются сугубо узкодисциплинарными. То есть вот вторая, по значимости, да, знание дисциплины, и 3, 4, 5, 6, 7. Шестая, профессиональные навыки. Все остальные являются передаваемыми навыками. Yeah. Да. Yeah, sorry. Fine. And a lot of studies have been done. Here, for example, you see the future work skills for 2020. And there's a lot of technology and computer and so on. But those here are again the transferable ones. И это много разных исследований относительно профессий будущего, и какие компетенции будут нужны в будущем. Это было такое future skills, будущие рабочие навыки 2020. И там много, конечно, навыков в области компьютерных технологий, новых технологий, передовых. Но и вот эта вот группа справа, да, это тоже передаваемые навыки все еще. This one, for example, is sense making sense. Вот это вот, например, понимание или как бы осознавание смысла в чем-то, разумение, можно сказать. This one is social intelligence. Это социальный интеллект, вот это. This one is cross-cultural competence. Это кросс-культуральные компетенции. And even if we believe that everything in the future will be through innovation, look at another study here to have not only innovation but successful innovation. И если даже мы верим, что все наш вообще успех в будущем зависит только от инноваций, посмотрите вот на еще одно исследование, которое было проведено в области инновационных профессионалов. То есть инновации и профессионалы. И вот здесь... Ага, do you want me to show this? Okay. Здесь тоже очень много переходных навыков. Первое – это умение придумывать новые идеи и придумать какие-то новые решения. Второе – это умение приобретать новое знание. Третье – это желание оспаривать какие-то идеи. Четвертое – это постоянная настороженность или нахождение возможностей, новых возможностей. Умение представлять перед аудиторией свои идеи. Аналитическое мышление, мастер и специалист своей собственной области. Умение координировать деятельность, умение писать и говорить на иностранном языке. И умение, тут самое последнее из выделенных, использовать компьютер и интернет. So when we are talking about the employability of our graduates as far as quality assurance is concerned, we have to look at those learning outcomes. То есть, когда мы задумываемся о трудоустраивании наших студентов и в контексте обеспечения качества, мы должны думать именно об вот этих вот вопросах, этих компетенциях и навыках. Yeah, this is an important one. Пропущу кое-что оставлю. Важно, например. The top 10 skills identified both in 2015 and 2020 Это вот топ-10 навыков, которые были определены в 2015 году и в 2020 году. by the World Economic Forum. Мировым экономическим форумом. Oh, and they are translated. What do you see? Что мы здесь видим? The rise from 4 to 2 of critical thinking. Например, критическое мышление, оно с 4-й позиции перешло на 2-ю позицию. The rise from 10 to 3 of creativity. Творчество или креативность перешло с 10-й позиции на 3-ю позицию. One has disappeared. Вот номер 1 решение комплексных проблем вообще пропало. Quality control. Качество, контроль качества. Вот номер 6. And I am happy that the first speaker said we have to move from quality control to quality assurance. И я очень рад, что есть у меня такая возможность процитировать первого выступающего, где она сказала, что мы должны переходить от контроля за качеством к обеспечению качества. And then the newcomer is cognitive flexibility. И вот новое еще появляется у нас вот игрок или компетенция, когнитивная гибкость. What does that mean? That means that not only you can
add your knowledge to your discipline, but you can also link your discipline with other disciplines. Ну что вот эта когнитивная гибкость означает? Это значит не только умение добавить каких-то дополнительных знаний к уже своей собственной дисциплине, но умение связать свою дисциплину с другими дисциплинами, то есть только перекрестное междисциплинарное мышление. So this for the future, I will come back to the future tomorrow, but for the future this is one of the main challenges of the universities. И это на будущее, а завтра мы будем с вами говорить о будущем, это самый важный, такой самый сложный вызов для университета. It's to break open the structure of disciplines. Это каким-то образом разламывать вот эти вот и переделать структуры, сделать такую более междисциплинарную соединенность. Because what we see is that most innovation is found where disciplines meet. Потому что, ну, что мы наблюдаем, что большинство инноваций именно случается в том месте, где случаются две разные, противоположные, иногда даже дисциплины, и вот на стыке происходит инновация. Think about that when you work on a new strategy. То есть, когда будете разрабатывать свою стратегию, я советую вам думать об этом тоже, помнить об этом. Yes, I'm going through those. Ну, какие-то я слайды пропущу. That is an important one as far as employability is concerned, the research of the University of Louvain. Университет Лювен провел такое очень интересное исследование с точки зрения трудоустраиваемости. The top 5 reasons not to be selected because of soft skills, and the first one, 46%, the applicant didn't have the right attitude. Смотрите, вот первый, да, пример такой, это отбор кандидатов, опираясь на их мягкие навыки, ну, вот эти переходные навыки, можно сказать. То есть 46% кандидатов не проходят отбор, потому что у них не было правильного отношения, вот этого attitude, это поведения. Think about the dimension of attitude again in competence. То есть задумайтесь опять же о вопросе там, отношения или поведения в контексте компетенции. And then the top 5 skills in which the meanings of the employers differ the most with those of the applicants. И посмотрите опять 5 навыков, которые различаются в зависимости от особенно молодых и более таких зрелых кандидатов для работодателей. Look at that one. Вот это, например. 41%, a gap of 41% between student and employer on being self-critical. Разрыв 41% между работодателем и студентом в том, что касается самокритичности. Or insight in your own strengths and weaknesses. That's quality assurance, isn't it? Или, например, понимание своих слабых сторон и сильных сторон. Это тоже обеспечение качества. Well, there's a gap of 39. 39%. The difference in importance from the side of the employer and from the side of the applicant. Это просто была оценка работодателям и кандидатам, студентами, соответственно. Оранжевым выделены работодатели, что они думают и как много они значения придают конкретно этой компетенции. А и голубым выделены студенты или там молодые, что они думают по поводу этой компетенции. Так вот, если компетенция номер 1 – письменные коммуникации, тогда работодатель считает, что это очень важно, а молодые люди считают, что это вообще не важно. Или когда вопрос самокритичности, тоже работодатель считает, что самокритичным быть очень важно, 46%, а вот студенты считают, что 5% ну и не надо. И вот если говорить о понимании сильных и слабых сторон, тогда тоже работодатель считает, что очень важно это понимать, а студент, ну вот 5% не очень важно. То есть разрывы очень большие в их понимании этих концепций. Okay, so those are the 3 important words when we talk about learning outcomes. Ability, motivation is the new hype for tomorrow, engagement, the added value in society, and attitude. И вот эти 3 ключевых слова, это на этом слайде приведены, которые очень важны для нас, когда мы думаем о результатах обучения. Ability – это способность или умение, то, что вы умеете, можете делать. Мотивация – это прям вот хайп будущего, хайп завтрашнего дня, мотивация, вовлеченность, добавленная ценность, там, что вы приносите, вот это важно, мотивация. И отношения или поведение, которое тоже определяет успешность трудоустройства. Okay,
And last but not least, as far as learning outcomes is concerned, so the integration here, metacognition. That means our students should know how they learn, because they will have to learn, whether they like it or not, lifelong. Есть сейчас вот такое новое направление, так называемое метакогнитивные навыки. Это когда мы должны наших студентов научиться понимать, как они учатся, какой у них способ обучения, потому что это определит, сможет ли студент потом обучаться в течение всей жизни или нет. Okay. And that there are some other organizations who developed quite other learning outcomes, for example, citizenship and global citizenship, and that's a pleasant book to read on holidays, for example. Есть очень много других исследований, которые были разработаны по результатам обучения, например, гражданских активистов, там вот предыдущий был. Это тоже хорошая очень книга, называется «Искусство знания людей». Ну, как-то так. That's the one by UNESCO, Global Citizenship. Это ЮНЕСКО, работа «Глобальное гражданство». And there again you have knowledge, you have social emotional, that is in fact insight together with attitude, and that is completely attitude, behavior. Ну и здесь, смотрите, они делят это на навыки, на когнитивные навыки, то есть умение понимать мысли. Второй социоэмоциональный, который частично связан с отношением поведения, но все-таки частично. И вот третье, это вообще полностью поведенческие какие-то навыки. I come to my last point, student-centered learning. И заключительная глава моего выступления – это студент-ориентированное обучение. Everybody was, well, not everybody. Ну, все или не все? Не все. But a lot were surprised when we saw in the European Standards and Guidelines 1.3 prescribed, can you imagine, student-centered learning, teaching and Очень assessment. многие были удивлены, когда были опубликованы европейские стандарты и руководства, и там, вот представьте себе, пунктом 1.3 было написано «Студент-ориентированное обучение обязательно для университета». And a lot thought, what does that have to do with quality assurance? И многие как-то оспаривали и говорили, а как это связано с системой обеспечения качества. They're right. Они правы. But it has a lot to do with quality. Оно, может быть, не связано с системой обеспечения качества как такового, но это связано с качеством. Look, that is the reason why student-centered learning is there. Это именно причина, почему студент-центрированное обучение является в центре самих европейских стандартов и руководства. Those are the 19 competences of the 21st century defined by OECD. Это 19 компетенций, определенных ОСР как ключевых для 21 века. 13 of the 19 are best achieved, best taught in practice and not in theory. И 13 из этих компетенций, 13 из 19 это те компетенции, которые наилучшим образом передаются и даются студентам через практику, не через теоретические обучения и лекции. So here is the line, learning foreign languages. Вот здесь вот, например, изучение иностранных языков. Both in practice and in theory. Оно поддается как бы через практическое обучение, через теоретическое обучение. The very important competence of analytical thinking is mostly developed in the theory of the discipline. А аналитическое мышление, оно как-то больше развивается через саму теорию дисциплины. But all those, from negotiating А вот эти все переговоры, to perform under pressure, до стрессоустойчивости или умения работать при стрессовой ситуации. are best developed in practice. Вот эти все компетенции развиваются только при практическом упражнении и тренировках. Also, this makes us think of our future strategy of the universities. И это тоже должно нас заставлять как-то по-другому думать и воспринимать наши стратегии университета. And I was glad to read in the standard, well, it's there, and sometimes it's said to be difficult,
Я рад, что это есть этот стандарт 1.3. Говорят, что трудно его достигать. And if you want to measure your student-centered learning as far as quality assurance is concerned, those are the things, qualitative indicators that you can look for. И если вы хотите измерить, насколько вы являетесь студент-ориентированным именно в контексте системы обеспечения, тогда вот это вам такие качественные подсказки для того, что вы можете измерять. So, this is what maybe everybody knows out of pedagogics. Ну, наверное, вы все знаете, там это пирамида обучения, вы же педагоги, по сути, должны как-то знакомы, наверное, вам это. So, students learn most if you turn them into teachers. Студенты обучаются лучше всего, если они становятся преподавателями. Вам правая сторона треугольника понятна? Вот сверху лекции, второе чтение, третье аудиовизуальное обучение, четвертое демонстрация, пятое желтое это дискуссия, оранжевое практические действия, практика какая-то, и только вот самый красный внизу 90% коррелируется слева. Это обучение через обучение других. Okay. And that means that we have to change our policy, our educational policy, and even our strategy. Это значит, что мы должны поменять нашу стратегию или политику обучения прям коренным образом. Okay. Oh yes, can you translate that one? Нельзя включить или выключить преподавателя, так же, как если вы могли включить или выключить PowerPoint презентацию. То есть преподавателя нельзя включить и выключить, в отличие от PowerPoint презентации. So that means that, I don't know which department, the educational department or the human resource department or whatever, they need to set up professional courses in order to step by step change the teaching style. И это значит, что, не знаю, кто за это отвечает, это может быть учебно-методический отдел, какой-то ученый совет, я вот правда не знаю, кто за это отвечает, но кто-то должен разработать какие-то профессиональные курсы для того, чтобы постепенно переучить преподавателей, учить по-новому, учить немного по-другому. Потому что мы не можем, как PowerPoint, перегрузить и другую вставить, они так не работают, поэтому надо учить. Because our students, they think and they work and they study in another way than we did. Потому что современные студенты, они учатся, обучаются, исследуют что-то и работают совершенно иным способом, чем мы когда-то это делали. And that has been, those new dimensions have been discovered. И вот эти новые аспекты были выявлены, обнаружены. I'm of the old generation, so when I have a computer or I have a phone, a smartphone, then I first feel intended to look at the manual. Но я человек старого поколения, поэтому, когда мне вот так вот дают компьютер или смартфон, я ищу сначала руководство пользователя. Вот мой первый порыв найти руководство пользователя и все там прочитать. My students don't do that. Мои студенты вообще такого не делают. Neither do my children. И дети мои тоже такого уже не делают. I mean, they take it and they start. Trial and error. Берут и вот как-то методом пробы и ошибок сразу все понимают и учатся методом пробы и ошибок. And that's how they study. И это то, как они обучаются тоже. Or learn. Или, не знаю, образовываются. Okay. So, I come to the conclusions. Я, в общем, такой завершающей части подхожу. Oh, that is also downloadable. It's full of practical tips to turn your lessons into more active, student-active learning. Эту книгу тоже можно скачать, она такая больше, она называется про руководство для активного обучения. With case Там много studies, подсказок, много практических примеров. yeah, with debates, Как дискуссии организовывать, дебаты организовывать. with students instructing their colleagues, Когда студенты дают инструкции своим коллегам, своим равным, да, однокашникам или обучают своих однокашников. so it needn't be that difficult. You can do it step by step. В принципе, это не сложно, это можно постепенно вводить. Otherwise, you come to those situations. Иначе мы придем к этим ситуациям. So, I come to the conclusions.
Ну, выводы. Again, just as on institutional level, it is a matter of vision on the level of the study program. It is a matter of responsibility. It is a matter of working together. Если говорить обо всем этом целом, тогда это все сводится к видению на уровне университета или института, на уровне такого стратегического восприятия, на уровне обучающей программы и на уровне ответственности за то, что мы будем делать. Yeah. That means, in fact, that more and more, I mean, I know that the ESG, they only focus on teaching and learning. And in the introduction, there is a marvelous line which says also in relation to, isn't it here? In relation to research and services. Есть у нас, конечно, такие прекрасные рамки, как европейские стандарты и руководство, которые в целом сфокусированы на обучении и преподавании, но тем не менее там у них есть какая-то вводная часть, которая говорится в связи с исследованием и прочими услугами. And so, what we see is that quality assurance, of course, still concentrates on teaching and learning, but more and more expands into a kind of total quality management, inserting strategy and policy, inserting research, because there is the link between research discipline and the transferable competences, and into services to society. То есть сейчас мы наблюдаем, что да, конечно, системы обеспечения качества, они сильно сфокусированы, сгруппированы вокруг преподавания и обучения, но тем не менее сейчас такой переход или сдвиг в сторону тотального управления, тотального контроля качеством везде, который включает в себя стратегию, видение, политику, учебные программы, исследовательские работы, потому что через исследовательские проекты как раз и развиваются вот эти передаваемые навыки. И все это, и все услуги, все, что делает университет, должно быть выстроено в этой единой системе обеспечения качества. Yeah. So my picture is complete again. Да, ну наконец я теперь завершил весь этот слайд. And on study program level, the learning. И обучение на уровне образовательных программ. So I hope this is not going to happen. Я надеюсь, что этого не произойдет, но давайте я вам переведу все-таки этот комикс. Вот первый говорит применение, и вопрос такой, а каковы ваши компетенции? Этот супергерой говорит, я умею летать, бросать машины и вижу через стены. А работодатели говорят, это не компетенции, это навыки. Он говорит, следующее, он говорит, черт побери. Ну, то, что мы думаем. Да. Don't make it semantic. Так, чтобы немножко контекст добавили. And maybe it's time for a change. That will be the subject for my speech tomorrow. И я думаю, что может быть наступило время перемен, а об этом я буду рассказывать завтра. Спасибо.